Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. В этом видео расскажу, как я делаю заготовки из сливы на зиму. Что можно сделать из сливы, кроме варенья? Как сушить сливы без духовки в домашних условиях, в том числе и на улице, чтобы получить вяленую сливу на зиму или настоящий чернослив. У меня в саду растет 5 сливовых деревьев, которые уже плодоносят. Это сливы разных сортов, разного вкуса, разных размеров и разного срока созревания. Первые, самые ранние и самые сладкие сливы мы дегустируем вместе со среднеспелыми абрикосами. Из таких слив я делаю сушеные сливы без косточек на зиму. В одном из видео расскажу, как это сделать. Далее идет созревание среднеспелых сортов слив. Из таких слив я варю вкусное варенье и готовлю сливовое вино. А вот самые поздние сливы, о которых хочу рассказать сейчас, еще созревают на деревьях. Некоторые, самые спелые, я немного уже собрала, чтобы насладиться их вкусом и ароматом. И начинаю заготавливать из таких слив чернослив на зиму. Поверьте, это намного лучше, чем все конфеты, печенье и десерты вместе взятые. Для сушки слив мы специально готовим импровизированную временную сушильную камеру на улице. Делаем это из подручного материала. В такую камеру одномоментно помещается примерно 5 больших ведер свежих слив. Когда-то, когда еще в каждой украинской хате была большая глиняная печь, сливы сушили в такой печи. Процесс сушки слив начинался после того, как огонь в печи уже погас, но жар и тепло остались. Лучшим временем для сушки слив в украинской печи был период после того, как обед был уже сварен, и печь начинала остывать. Помытые сливы расстилали на большом металлическом противне и помещали в печь до следующего утра, до момента следующей растопки печи. За это время сливы практически успевали завялиться. Я тоже использую такой метод, но печи, к сожалению, у меня нет, а вот импровизированная коптильня есть, ею и пользуемся. Для сушки слив с косточкой в домашних условиях надо на улице отвести место подальше от дома, чтобы вы не страдали от действия дыма. Сделать углубление в почве, где и будет разводиться огонь. Затем вокруг этого углубления смастерить из металлических листов закрытое со всех сторон пространство, в которое и будет поступать дым из разожженного в углублении в почве слабенького костра. Далее мастерим из металлической сетки с небольшими ячейками под печи, плоскость на которой будут сушиться сливы. Я укрываю поверхность пода металлической сетки тонкой противомоскитной сеткой, чтобы при сушке сливы не контактировали с металлом, который обладает большой теплопроводной способностью, и сливы при контакте с ним могут банально гореть. Теперь дело за малым. Надо приготовить свежие сливы для сушки, сорвать с дерева, помыть и дать им просохнуть в сетчатом ящике или в корзине. Приготовленные сливы выкладываются на под для сушки равномерным слоем.
Теперь еще одна задача, которую надо реализовать. Закрытое пространство для сушки надо сделать герметичным, чтобы дым оставался внутри. Для этого я накрываю сверху плоскость со сливами спанбондом в 2 слоя и с помощью зажима фиксирую края спанбонда на бортах сушилки. Осталось только время от времени подбрасывать в огонь понемногу дрова, чтобы поддерживать минимальную температуру горения. Внутри, там где сушатся сливы, температура проникающего дыма колеблется в пределах плюс 50 градусов Цельсия, не выше. Так клетчатка слив останется живой, не сварится и не испечется, а просто высохнет до нужной кондиции. По времени мелкие сливы сушатся примерно 5-6 часов. А вот для крупных, как у меня, нужна сушка в 2 этапа. Сначала я сушу такие сливы тоже 5-6 часов, затем даю им остыть. На это уходит примерно ночь. Влага за это время перераспределяется внутри сливы, и снова можно приступать к сушке уже на следующий день. Пусть сушка поработает еще 3-4 часа, затем надо оценить кондицию сушеной сливы. Если она уже уплотнилась, влаги осталось мало, сушка закончена. Готовый чернослив я собираю в емкость, даю ему окончательно остыть, а затем помещаю в чистый герметичный картонный ящик на хранение до зимы. Вот, посмотрите, как выглядят сушеные сливы. Сравните их со свежими. Видите, насколько уменьшилось количество влаги внутри. Теперь посмотрим, как выглядит сливовая мякоть и косточка. Попробуем на вкус чернослив, сделанный собственными руками. Без преувеличения могу констатировать, что это великолепная сушеная слива на зиму. Она имеет невероятный вкус и аромат. А главное, это сама полезность. Если у вас есть сливы, обязательно приготовьте такой чернослив на зиму. А у меня на этот раз все. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за то, что подписались на мой канал и поделились этим видео в соцсетях. Скоро увидимся!